Если у тебя скучает дома бесхозная тыква, попробуй обязательно сделать из нее желейки вместо конфет. Лакомство из тыквы получилось таким удачным, что даже нелюбители тыквы уплетали вместо сладостей. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. Тыкву изначально надо сварить. Для десерта берем 500 грамм этого полезного растения. Заливаем кипятком и варим не более 5 минут. Ведь мы охотно хотим сохранить в ней весь полезный состав. У меня тыква из морозильной камеры и уже нарезанная небольшими кубиками. Естественно, свежая тоже подойдет. Чистим, моем и нарезаем ее на кусочки средней величины. Тыква прекрасно сварилась. Сливаем воду и при помощи погружного блендера превращаем ее в пюре. 7 грамм агар-агара разводим 4 столовыми ложками воды. Перемешиваем и временно отставляем в сторону. Тыквенное пюре обратно перекладываем в кастрюлю и отправляем на плиту. Добавляем 100 грамм сахара и сок половины лимона. Перемешиваем и доводим на среднем огне до кипения, периодически помешивая. После закипания массы вливаем агар-агар и, помешивая, варим на медленном огне еще на протяжении 4 минут. Переливаем готовое пюре в подходящую форму, смазанную заранее растительным маслом. Оставляем при комнатной температуре до полного остывания. Примерно час спустя растительный желатин хорошо себя повел. Пюре отлично схватилось. Отправляем форму в холодильник примерно на 5 часов до дальнейшего застывания. После чего извлекаем хорошо застывшее желе из формы и нарезаем на желаемого размера порционные кусочки. И наслаждаемся необычным угощением вместо конфет. Этот вкуснейший десерт из тыквы получается как мармелад. Нежный и вкусный. Дети его просто обожают. Попробовала такой десерт из тыквы обсыпать сахарной пудрой и кокосовой стружкой. Но в чистом виде нравится больше. Настоятельно рекомендую. Приятного вам аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!